прошлой серии «Бедной Насти». А воля императора такова, чтобы ты исчезла из жизни Александра. И еще 100 сверху. За небольшой спектакль с переодеванием. Я хочу поговорить с отцом. Чтобы попрощаться. Чтобы извиниться. Полина передала тебе вольную? Я согрешила, я солгала матери. Барон написал сыну письмо в Санкт-Петербург. Владимир возвращается. Как ни кстати. Это очень осложняет дело. Не все так страшно, Марья Александровна. Надеюсь, письмо вы сожгли? Как же молодой Корф докажет, что его отец выплатил долг Петру Михайловичу? Да сжечь-то я его сожгла. Ну вот. А кто он без документика? Никто. Пустое место. В этой стране ценят бумагу, а не людей. Пожалуй, напрасно я вас напугал. Ничего молодой Корф не сделает. Не понимаешь ты своим немецким умишком? Владимир молод, энергичен. Он на многое способен. Применит свои силы, употребит связи и отберет имение обратно. Да какие у него у сопляка связи? Опасно, опасно медлить. Нельзя медлить. Надо, чтобы я завладела имением немедленно. Вот что. Надо, чтобы Лиза и Забалуев переехали в поместье до возвращения Владимира. Вот когда он поймет, что ему некуда возвращаться, вот тогда он действительно ничего не сможет сделать. Сколько времени понять пытаюсь. За что вы так ненавидите Корфов? Помнится, барон с покойным князем дружбу водили. Крепкую дружбу. Детишек вам поженить хотели. История давняя, запутанная, тебя не касается. Не задавай лишних вопросов, Карл Модестович, коли хочешь увидеть свою Курляндию. Где бумага, которую передал для меня Иван Иванович? Какая бумага? Вот только дурочку себе не строй. Все твои фокусы давно изучены. Ах, бумага. Вот это что ли? На, читай. Дрянь какая. Ты издеваешься? Кто мне читать-то учил? Что это? Здесь не по-русски? Сказал, вольная для Анны. Описано не по-нашему. Похоже, старик совсем с ума сошел. Это английский. И почерк Ивана Ивановича. Действующие лица Ромео и Джульетта. С его пометками на полях. Он всегда говорил, что Шекспира нужно читать на его родном языке. Ну, полька терпением и кончилась. Да чего вы от меня хотите? Отдай вольную! Побойся Бога! Да вот же, Христом Богом клянусь. Это и есть та бумага. Ничего другого мне барин не отдавал. Умом он повредился от этой своей болезни. Только и всего. Ты у меня сейчас сама умом повредишься. Да оставь ее, Варвара. Дрянь. Барон действительно слишком болен, но он вполне мог перепутать бумаги. Будь по-твоему, голубка моя, но я бы этой стерве врезала как следует. Иван Иванович как раз мечтал увидеть меня на сцене императорского театра в роли Джульетты. И платье красивое на заказ шили. Замечательное платье. Все-таки... Озеро особенно удалось. И лодочник как живой. Тебе определенно надо учиться. Маменька отлично придумала отправить тебя в Италию. Лиза, я должна тебя предупредить. Я собираюсь рассказать маменьке правду о твоей встрече с бароном Корфом. Соня, ты с ума сошла. Я умоляю тебя не делать это. Я не могу больше лгать. Так это ты из-за Италии. Тебе посулили поездку в Италию, и ты хочешь предать меня. Как ты дурно думаешь обо мне.
Хочешь, я брошу их в огонь? Починил. Никитушка, спасибо тебе, а то у меня все руки в занозах. Спасибо. Помощничек мой. Ты кто мне поможет, как Никита? Ну, пустяки, Валя. Хороший ты парень, Никита, только невезучий. Ой, жаль мне тебя. А о чем вы с Анной тогда во дворе говорили? Ни о чем. Расскажи. Не держи тяжесть на душе. Я же знаю, что... Боюсь я за Анну. Модестыч лютует. Не дай бог с барином что случится. Кто за нее заступится? У меня у самого сердце изболелось. Не приведи, Господи. Я ж Варвара. Я ж чуть грех на душу не взял. Чуть не убил гада. Ты что, парень? Да ты в своем уме? Ты головой так думаешь? А что делать-то? Как Анну-то от него уберечь? Господи, Господи. Ой, ведь и думал, а? Ой, Никита, Никита. Ну ладно. Может, еще все образуется. Нет. Не образуется. Рано или поздно Модестыч какую-нибудь гадость придумает. Может, вам бежать? Я требую, чтобы вы пустили меня к брату. Вы не имеете никакого права. Сударыня, я имею полное право не пускать вас. У нас так заведено родственников пускать только к осужденным. Но ведь бывает же и исключения. Да что вы. Я дворянин,
Уберите это. К тому же тюрьма не место для таких красивых девушек, как вы. А вы необычайно красивы. У вас есть поклонники, княжна? Это как посмотреть. От чего же это зависит? От вас. Вы женат? Это имеет какое-либо значение? Имеет. Впрочем, вашей жене ведь не обязательно знать, что творится в этих 4 стенах. Правда? Уж я-то могу держать рот на замке. Попытка к бегству оттуда, откуда убежать невозможно. Я восхищен вашей храбростью, господа. Надеюсь, вскоре увидеть вас при дворе. Даст Бог, увидимся. Даст Бог. Я не прощаюсь. Ну что? Что? Думаешь, ему удастся вытащить нас отсюда? А ты? Да никогда в жизни. Вот и я сомневаюсь. Но попытка не пытка. Ваша Лиза давеча побывала в нашем поместье. Я сам видел, как она заходила в дом. Требовала встречи с бароном наедине. И после того, как она ушла, старый хрыч отписал сыну в Петербург. Не может быть. Как же это? Это что же? Это она хотела меня вокруг пальца обвести? То-то она такой паинькой вдруг сделалась. Марья Алексеевна, никому нельзя доверять. Ну, ничего. Розги еще не перевелись в моем доме. Соня, наша с Владимиром любовь настоящая. Посмотри на эти стихи. Это он мне подарил. Он даже сказал, что если бы написал их сам, одно бы посвятил мне. Помнишь, я тебе его читала? Лиза, опомнись, когда он подарил тебе эту книжку, сколько времени прошло с тех Для пор? влюбленных не существует времени. А ты уверена, что он тебя любит? Когда он последний раз писал тебе? Или приезжал в гости? А он был занят, но на том балу в Санкт-Петербурге. Который был полгода назад? Соня, зачем ты так? Ну ты что, действительно хочешь, чтобы я вышла за этого урода Забалуева? Да. Да я хочу, чтобы ты вышла по любви. По взаимной любви, понимаешь? Но мне кажется, что Владимир тебя не любит. Подумаешь, кажется. Много ты понимаешь. Но если ты пойдешь и расскажешь маменьке, что я просила барона Корфа послать за Владимиром, это твоей правоты не докажет. Да может и не докажет. Но, по крайней мере, ты новых глупостей не наделаешь. Сейчас же скажу маменьке. Соня, не смей! Пусти! Я тебя не пущу! Глупость, сморозина, глупость! Никита, не слушай меня! Нет, не глупость, не глупость. Мы как раз об этом с ней во дворе и говорили. Только она и слушать меня не стала. Ты тогда еще пришла. Как ее барон позвал, она и побежала. Ой, Никита, ты не сердись на нее. Она ни о чем другом и думать сейчас не может. И барону без нее никак нельзя. Нужна она ему. Она не только ему нужна. Будь моя воля, Никитушка, я бы лучшего мужа для Аннушки не пожелала.
А ты давно поняла, что мне без Анны не жизнь? Я только ей сказать не могу. Анна сама не своя. Чую я, что-то в Петербурге случилось. А мне все равно. Я Анну одну не оставлю. Хоть бы я ей и не нужен был. А она без меня пропадет. Я за нее кому угодно глотку перегрызть готов. А надо и в бега ударюсь. В бега? А ну как поймают. И Анну не спасешь, и свою жизнь погубишь. Ой, отстаю я. Ваше Высочество, меня вряд ли пропустят в крепость. Обратитесь к господину Шубину. Скажите, что это по моей высочайшей просьбе. Будет упрямствовать, дайте ему денег, я потом все возмещу. Я не думаю, что... Думать здесь не о чем. Вы давали клятву Гиппократа. В Петропавловской крепости истекает кровью офицер, ему нужна ваша помощь. Действуйте! Слушаюсь, Ваше Высочество. Александр. Это сон. Вы отважились устроить нам встречу? Меня вдохновило упрямство вашего отца. Не буду вам мешать. Ты скучал по мне. Тебе показать, как я по тебе скучал? Постой. Ну, пожалуйста. Почему? Потому что иначе я не смогу уйти. А придется. Но ведь эта матушка привела тебя сюда. Лишь для того, чтобы проститься. Боюсь, что это последняя наша встреча. Это свидание ее подарок мне? Или она хочет что-нибудь взамен? Император. Нет. Александр, умоляю тебя. Мне все равно придется уехать. Но император твой отец, ты должен его простить. Ты сама-то в это веришь? Я видела его лицо, когда он узнал о дуэли. Он был сильно напуган, хотя изо всех сил пытался это скрыть. Он боялся потерять наследника. Нет, сын Александр. Он любит тебя. И если ты этого не понимаешь, значит, я ошиблась в выборе любимого человека. А если я перед ним извинюсь? Ты останешься? Речь не обо мне, а о поручиках Корфе и Репнине. Я думаю, ты сможешь убедить его пощадить их жизни. А как же твоя жизнь? Отныне она не имеет ничего общего с твоей. Мне очень жаль. Таким образом, как вы видите, Ваше Величество, дуэль между поручиком Корфом и престолонаследником была недоразумением, не имеющим ни малейшего отношения к политике. Советуете их отпустить? Они не представляют угрозы ни для государства, ни для Вашего Величества. Поручик Корф, вместо того, чтобы стрелять цесаревича, предпочел застрелиться сам. Разве это не доказывает его преданность российскому престолу? Как сильно вы прониклись уважением к этим господам. Ваше императорское величество, оба офицера на хорошем счету, и их родители... Неизвестно, кто их родители. Им было бы стыдно, если бы они узнали, что их дети участвовали в дуэли. В молодых людях отмечен дух бунтарства. Этого вполне достаточно, полковник, чтобы содержать их под стражей.
Ваше Императорское Величество, поручик Шубин просит разрешения сообщить сведения по делу государственной важности. Впустите. Разрешите доложить, Ваше Императорское Величество. Что? Рухнула Петропавловская крепость? Ваше Величество, царевич проник в крепость. Он встречался с заключенными офицерами, Корфом и Репниным. Последние пытались покалечить великого князя. Однако, узнав, что он является наследником, отказались от своего замысла. И вы говорите, полковник, что эти молодые люди не представляют опасности для государства? Распустили господ офицеров. Хотите нового бунта? Какие будут указания, Ваше Императорское Величество? Вот вам мои указания. Есть вопросы, полковник? Нет, Ваше Императорское Величество. Выполняйте. Встаньте немедленно! Что, если вот сейчас кто-нибудь войдет и все маменьке расскажет? Я первая начала. Ты сама виновата. Ты мне чуть платье не порвала. А ты посмотри, что ты сделала с книжкой. Да мне не волнует твоя книжка. А меня не волнует твое платье. Бабушка, да вы же себя так даже в детстве не вели. Да что же вы себе позволяете-то такое? Потому что в детстве родная сестра меня не предавала. В детстве мне не приходилось лгать за тебя. И грех на душу брать. Да вы же всегда врали маменьке, чтобы Лизу защитить, Софья Петровна. Может быть. Но в детстве это была маленькая ложь. Ничего серьезного. Теперь совсем другое дело. Так что же вы теперь собираетесь рассказать, что Лиза Корфом ходила? Я была в церкви у отца Павла. Он мне сказал, что ложь – это большой грех, особенно матери. А не помочь сестре, когда ее разлучают с любимым, тоже грех. Да какая там любовь? То есть, может быть, у тебя и любовь, но Владимир о тебе больше не думает. Так, тихо. Вы это знаете наверняка? Ничего она не знает. А я бы еще не так солгала, если бы пришлось. Если бы я узнала, что меня маменька хочет тебя выдать за какого-нибудь урода, вроде Андрея Платоныча. Таня, ну хоть ты ей объясни, что я права. Ну не собирается Владимир жениться на ней. Только не это. Все против нас. И ты тоже это понимаешь. Я сделаю все, как ты просишь. Как бы я хотела, чтобы все вышло по-другому. Пожалуй, тебе лучше уйти. Я люблю тебя. Кстати, насчет Карла Модестовича. Давеча, когда лошадь его прискакала. Ты ж пошел его искать? Ну и что? Нашел? Нашел. Ну и что? Как он? Что с ним, все в порядке? А если нет? Если его медведь съел? Ну ты хватил. Какой же медведь захочет его есть? Наш Модестыч сам кого хочешь загрызет. И не подавится. Нравится тебе наш управляющий. Он не девка, чтобы нравиться. Однако ж как-никак все же управляющий. И ежели с ним что случится, то как же мы тогда? Да заживем припеваючи. Совсем ты рехнулся. Что с Карлом Модестовичем? Да ничего с ним не случилось. Все с ним в порядке, лучше всех, как всегда.
Ну ты... Если так о нем беспокоишься, цветочков ему купи. Совсем, видно, спятил. Пойду я от греха подальше. Значит, сегодня мой день. Конечно. Но сперва я должна повидать брата. Нет, мадемуазель. Сначала мы займемся другим. Хорошо. Так где же, сударь, ложа любви? Мы люди простые, мадемуазель. Обойдемся без ложи и без любви. Так, что здесь происходит? Господин полковник, она меня ранила. Она хотела устроить побег поручику Репнину. Это ложь! Я лишь хотела повидаться с братом, а этот мужлан меня чуть не изнасиловал. Это неправда, господин полковник. Тихо! Сударыня, ваш брат Михаил Репнин, это верно? Верно. Вы увидитесь с ним, сударыня. Ну, господин полковник. С вами, Писарев, я поговорю позже. Мужайтесь, сударыня. У меня приказ императора. Ваш брат сегодня будет казнен. От столов воды скорее! Не нужно. Все в порядке. Я хочу видеть брата. Не сидеть же в темноте, право. У одного нашего помещика были специальные дворовые люди, отвечавшие за всякую ерунду. Самоварщик, свечник, начальник над дураками и дурами. Вот из тебя получился неплохой свечник. А из тебя каторжник. Только и делай, что ноешь. Как ты думаешь, Нас отправят в Сибирь, в Шлиссельбург или вслед за стариком, вдаль беспросветную? ты и так знаешь, что я тебе на это скажу. Черт, я-то думал, ты у нас будешь оптимистом, а я пессимистом. Если нас не прикончит рота солдат, это сделает моя сестра. Я бы предпочел роту солдат. Надеюсь, Андрей позаботится о ней. Бедный Андрей. Участь его незавидна. Да, его положение безнадежнее, чем наше. Мне жаль, Владимир, что ты не сможешь напоследок поговорить с отцом. Видно, не судьба. Одно тебе скажу. По местной похлебке я скучать не буду. Или по койкам. Такие, правда, жесткие. А вид из окна. Как, по их мнению, наслаждаться пейзажем из-за этих решеток? Я слышал, в Сибири пейзажи потрясающие. Да? Ну, жду не дождусь случая в этом убедиться. Если, конечно, нам суждено их увидеть. Если нам предстоит умереть, то император, по крайней мере, должен разрешить свидание. Хотя я бы не хотел встречаться с Анной в такой обстановке. А ты с ней не увидишься. Я не позволю. Если я чему-то и рад, так это тому, что ты больше никогда не встретишь Анну. Ну, гадалка из меня никудышная. Ну, откуда же я вот знаю, любит Владимир Иванович Лизу или нет? Танечка. Постойте, я вот что хотела спросить. А почему вы не хотите, чтобы Владимир вернулся в поместье и женился на Лизе? Я не говорила этого.
Я не говорила, что не хочу. Мне просто кажется, что он не вернется. Да, конечно, я хочу, чтобы Лиза была счастлива и чтобы он вернулся. Ну тогда почему ты все время мне твердишь? Он не вернется, он тебя не любит. Да потому что ты и думать ни о чем другом не можешь. А что, если твоя мечта не сбудется, и Владимир не вернется? А? А ведь такое может случиться. Что тогда будет? Да мне даже подумать страшно. Думаешь, руки на себя наложу? А ты грозилась. А еще говорила, что сбежишь или в монастырь уйдешь. Да от тебя всего можно ожидать. А что будет со мной? А со мной что будет? Я не знаю, как без вас тогда, Елизавета. Ну что вы, ну я никуда не собираюсь. Барон скоро пришлет Владимира, и все будет хорошо. Я вам должна кое-что сказать. Приезжал управляющий из поместья Корфов давеча и привозил с собой какое-то письмо. Подумаешь. А может быть, это другое письмо? Может быть, у него с маменькой какие-то дела? А может быть, управляющий с маменькой заодно? И он приехал, чтобы показать письмо, адресованное Владимиру. Слушайте, а вас видел Карл Модестович в поместье барона? Елизавета Петровна, да что ж вы не знаете, что от него можно всего чего угодно ожидать? А вдруг он все маменьке докладывает? Значит, маменька меня накажет. А что ты так испугалась, Соня? Ты что думаешь, если бы ты пошла и ей рассказала всю правду, она бы меня не наказала? Прости меня, Лиза. Ну и ты меня прости. Тань, скажи, ты тоже думаешь, что я сошла с ума? И я не должна верить, что Владимир вернется? Нет. Если не верить в любовь, тогда во что же остается верить? Спасибо, Танечка. А если маман меня накажет, я это переживу. Я переживу все, что бы со мной ни случилось. Пусть все видят, как я расправляюсь с непокорными. За ложь и предательство в своем доме буду карать нещадно. Ни для кого не будет исключений. Перед розгами все равны. Вот ты где, голубчик. А где же мне еще быть, Карл Модестович? На конюшне мое место. На конюшне мое место. А кто, скажи мне, подпруги на седле подрезал? Вот, Карл Модестович. Вернулся в самый неподходящий момент. Перетираются. Особливо при быстрой езде. Молчать. Не перетертые они были, а подрезаны. Ножичком, стало быть, обзавелся мерзавец. Ну так я тебя быстро от этих разбойничьих замашек отучу. Напраслину возводите, Карл Модестович. Вот что, голубчик. Запруг я тебя здесь до поры до времени. А сам твоей подружкой займусь. Убью, гада. Карл Модестович, что вам здесь нужно? Ну что ж ты дверь не заперла, раз не ждала никого? Немедленно уходите отсюда. Уходите немедленно. Тише, тише. Ух ты, глазища какие. Попалась в клетку. Так уж не дрожи.
закричу. Кричи. Кричи. Можешь даже спеть. Сей поцелуй, дарованный тобой. Здесь не императорский театр. Никто и внимания не обратит. Предположим, я прощу вас. Однако где гарантия, что завтра вы не совершите очередное безумство, о котором будет судачить вся Европа? Отец, я пришел к вам не только за прощением. Я обещаю, что больше никогда не встречусь с Ольгой Калиновской. Я обещаю, что навсегда выкину эту женщину из своей души. Похвальное решение. В то же время я прошу вас освободить офицеров, несправедливо арестованных за участие в дуэли. Вы хотите заключить сделку со своим отцом? Отлично. Только опытный купец никогда не имеет дела с тем, кто однажды нарушил слово. Что это значит? Это значит, что я имею в виду маскарад, который вы устроили сегодня в крепости. Хотя обещали мне не искать встречи со своими друзьями. Сделка не может состояться. Я уже приказал казнить этих двух бунтарей. Казнить? Что с вами, наследник? Вы сейчас расплачетесь. Я вижу, игра в бильбоке занимает вас намного больше, чем жизнь ни в чем не повинных людей. Позвольте мне самому решать степень вины моих подданных. Да поймите, наконец, это была моя прихоть драться на дуэли. Возьмите себя в руки. Что за истерика? Это не истерика. Как и те двое не бунтари. Отчего же вам везде мерещится заговор? Отчего же вас до сих пор пугает кучка больных, измученных дворян, умирающих в Сибири? Александр, как вы смеете говорить со мной в подобном тоне? Отец, вы всегда твердили мне, чтобы я отвечал за свои поступки. Именно это я и делаю. Корф и Репнин не преступники. В их намерение не входило ни мое убийство, ни государственный переворот. Они не заслуживают смерти. Ваш Бельбеке, отец. Ты ревнуешь? Это смешно. Тогда за что ты ее так ненавидишь? За то, кем она является. Вернее, за кого себя выдает. Что ты хочешь этим сказать? Миша! Наташа! Это невероятно. Что ты здесь делаешь? А главное, что вы здесь делаете. Мишель, здесь все казненные воскресают. Боюсь, везет только отдельным счастливчикам. Я должен просить у вас прощения, господа, за давешний спектакль, но такова моя работа. Я отношусь к вам с большим уважением, но, к сожалению, государь-император узнал, что вы собирались бежать. По приказу его императорского величества... Можете не продолжать. Дальнейшее нам известно. Что я могу для тебя сделать, Миша? Помнишь, в детстве мы играли в лапту с крестьянскими ребятишками.
И одного мальчика сильно зашибли. Все думали, что он не выживет. И тогда ты взяла его голову в свои ладони. И что ты прошептала ему на ухо? Это же детские выдумки. Миша. Однако, Мишель, ты романтик. И суеверен, как деревенская баба. Пора идти, господа. Подождите. Не нужно, Наташа. Действие, слава богу, закончилось. Я прощаю вас, Владимир. Если бы я мог простить самого себя,